Здравствуйте, друзья! Это Валерий Табаков, юрист. Вы на моем канале, где мы разбираем юридические дела, разоблачаем слабости, натяжки. Сегодняшнее посвящено опять же делу об убийстве Ирины Фарион, языковеда, активистки, которая была застрелена 19 июля 2024 года во Львове. Подозреваемый 18-летний Вячеслав Зинченко, который обвиняется по пунктам 8 и 14 статьи 2, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, убийство якобы из-за ее общественного долга, исполнения Фарион общественного долга, и по мотивам также национальной нетерпимости. Это пункты 8 и 14 части 2 статьи 115. Но, друзья, где прямые доказательства вины Зинченко? Почему мотив, судя из того, что представляет сторона обвинения, однозначно может трактоваться скорее как личная обида, а не другой мотив. То есть не мотив, связанный с общественной деятельностью, общественным долгом, не мотив национальной нетерпимости, а скорее всего это мотив личная обида. Если прокуроры это не видят, это проблема прокуроров. Ну и их спонсоров. И личная обида могла, например, быть за оскорбление русскоязычных и их языка, как языка оккупантов. Тот мотив, который пытается представить прокуратура, общественная деятельность и национальная ненависть, совершенно не вяжется в той концепции, которая представляется. Конечно, есть еще очень важные новости по этому делу, которые стали известны сегодня в заседании 24 сентября 2025 года, но вот это видео я в основном буду базировать на информации, которая стала известна на вчерашнем заседании 23 сентября. То есть там были допрошены двое свидетелей, насколько вы помните, если следите за этим делом. Вот. А что касается сегодняшнего заседания, то, по-моему, версия стороны обвинения полностью развалена. И развалила ее свидетель. Но об этом позже. И, наверное, в следующем видео, друзья. Так что давайте сейчас по вчерашнему заседанию, и по самому делу. Итак, Ирина Фарион – это фигура, которую в Украине знают многие, доктор филологических наук, экс-депутат от «Свободы» 2012-2014, ярая защитница украинского языка и национальной идентичности. Ее убили 19 июля 2024 года выстрелом в голову у подъезда во Львове. Подозреваемый Вячеслав Зинченко был задержан через 6 дней. Прокуратура утверждает, раньше она так не утверждала, но теперь стала утверждать, мотив – личная неприязнь к ее высказываниям о русскоязычных, вроде ее скандального заявления 2023 года о русском как языке оккупантов. И эта личная неприязнь усилена якобы национальной нетерпимостью. То есть мотив преобразовался из личной неприязни в национальную нетерпимость. Еще и в общественную деятельность. Дело было переквалифицировано по пунктам 8 убийства в связи с общественным долгом и 14 национальная нетерпимость, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Плюс еще там есть незаконное хранение оружия, что тоже достаточно показательно стало, исходя из сегодняшнего заседания. Там вообще трэш такой с продавцом, но опять же это мы будем разбирать отдельно.
Вот. И вот это вот пункт 8, пункт 14 части 2 статьи 115 имеет санкцию от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Но засада, друзья. Засада в том, что, во-первых, прямых доказательств того, что Зинченко это убийца, нет. Косвенные, так сказать, доказательства, его разговоры, покупка оружия непонятно какого, слежка, якобы слежка, да, это все шаткие вещи, как карточный домик. А свежее заседание 23 сентября 2025 года в Шевченковском райсуде Львова только добавило вопросов. Допросили 2 свидетелей, и, как стало ясно, прокурор при допросе изо всех сил пытался доказать, что Фарион общественный деятель. Суд, кстати, тоже в лице Невойта копал в этом направлении. Защита задала свой ключевой вопрос, знали ли свидетели Зинченко. Ответ был ни сном, ни духом. Эти 2 свидетелей о Зинченко и не слышали. Ну, до того, как Фарион убили. Они о нем не слышали до убийства вообще. И это рушит версию о целенаправленной атаке со стороны Зинченко на общественную деятельность Фарион. Как юрист я заявляю, мотив Зинченко вот из того, что представила сторона обвинения, может быть квалифицирован только как личный. Личное оскорбление, личная такая неприязнь, но никак не национальная и никак не общественная деятельность. Доказательства вины вообще-то под большим вопросом. Квалификация по пунктам 8 и 14 это вот натяжка, и эта натяжка еще раз была подтверждена 2 свидетелями. Разберем почему. Почему это натяжка, почему прокуратура, гонясь за громкими обвинениями, делает такие натяжки. Ну, типа совы на глобус, как говорится. Что к чему в Уголовном кодексе по этому вопросу? Пункт 8 части 2 статьи 115 «Убийство в связи с исполнением общественного долга». Это когда жертва занимается чем-то полезным для общества, защищает права, просвещает, борется за справедливость, волонтерствует. А убийца хочет это пресечь или отомстить. Классика жанра. Журналист, например, может быть убит по этому мотиву за разоблачение коррупции. Активист за протесты и их организацию. Но в любом случае должна быть четкая связь. Убийство из-за конкретной общественной деятельности и в связи с этой общественной деятельностью. Не с чем другим. Пункт 14. Мотивы расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Это ненависть к человеку за его национальность, язык или веру. Например, нападение на человека за его этническую принадлежность. Прокуратура утверждает, Зинченко убил Фарион за ее националистические взгляды, которые она выражала в лекциях, YouTube-каналах, в ТВ-проекте украинцев. И это якобы подпадает под оба пункта. Они говорят, прокуратура, ее слова о русском, как языки оккупантов, разозлили Зинченко, вызвав национальную ненависть. Но, друзья, это звучит как попытка натяжки совы на глобус, прямых доказательств вины нет. Косвенные шатки. Мотив, похоже, личная обида. Но никак не атака на ее общественную роль или украинскую идентичность.
И сейчас 6 аргументов, которые разносят позицию обвинения в пух и прах. Аргумент первый. Нет прямых доказательств вины Зинченко. Первый аргумент, где прямые доказательства, что Зинченко убил Фарион. Ну, например, видео с места преступления, свидетели, видевшие выстрел, или отпечатки на оружие. В деле этого нет. 0, пустота. Прокуратура опирается на косвенные доказательства. Разговоры Зинченко с сокамерником, покупку оружия за 5000 гривен, слежку за Фарион с 2023 года. Но, если честно, это слабенько. Разговоры с сокамерником, заслушанные 22 августа 2025 года, могут быть вырваны из контекста. Знаете, как в СИЗО. Люди под давлением или для понта могут наговорить что угодно. Покупка оружия. Серьезно? И что это доказывает? Доказывает, что он стрелял? Ничуть. Слежка? Намерение не равно убийству. На заседании 23 сентября свидетели, люди из окружения Фарион, не связали Зинченко ни с местом преступления, ни с общественной, так сказать, деятельностью Фарион, если она вообще была общественной, эта деятельность. Без прямых улик, например, оружия с ДНК, это обвинение висит на волоске. Сейчас она уже вообще, наверное, сорвалась с этого волоска показаниям свидетельницы сегодняшнего заседания. В практике Уголовного кодекса Украины дела без прямых доказательств часто разваливаются. Взять дело журналиста Георгия Гангадзе в 2000-х. Косвенные улики без прямых привели к пересмотру обвинений. Прокуратура в деле Зинченко и тут явно перегибает. Аргумент 2. Не общественный долг, а личный мотив. Мотив Зинченко, исходя из материалов прокуратуры, скорее всего, может трактоваться как личная обида, а не атака на общественную роль Фарион. Прокуратура цепляется за его неприязнь к ее высказываниям. Например, о русском как языке оккупантов в 2023 году. Но, друзья, это же классическая личная обида. Представьте, вы слышите, что ваш язык, язык ваших предков, или язык, с которым вы себя связываете, называют языком оккупантов. Это бьет по самолюбию, это личное. Зинченко украиноязычный, он разговаривает на русском, и он не контактировал с Фарион вообще. Не был ее оппонентом в общественной сфере. На заседании 23 сентября оба свидетеля подтвердили. Они о нем, о Зинченко, не слышали до убийства. Он не тусовался в ее кругах, не спорил с ней на дебатах. Если его разозлили ее слова, это не значит, что он хотел остановить ее лекцию или миссию. Это мог быть только личный конфликт, а не общественный. В практике Уголовного кодекса личные мотивы, как в деле об убийстве активиста Виталия Шабунина в 2018 году, где мотивом была личная ненависть. Они обычно квалифицируются по части 1 статьи 115 до 15 лет. Пункт 8, тут явная натяжка. Аргумент 3. Нет цели пресечь общественную деятельность Фарион. Зинченко не пытался никакими своими действиями пресечь деятельность Фарион. Пункт 8 требует, чтобы убийца хотел остановить конкретные общественные действия, ее лекции, YouTube-каналы, проект «Ген украинцев», и так далее. Да? Но где доказательства
этого. Он не писал ей угроз, не хакал ее каналы, не обливал там зеленкой двери, не орал на нее на лекциях. Его действия, как покупка оружия, слежка, или даже не его, это личная одержимость, но ни в коем случае не план закрыть ее работу, ее проекты. На заседании 23 сентября свидетели из ее окружения сказали: Зинченко для них пустое место до убийства. Он не был оппонентом Фарион. Он не атаковал ее общественную деятельность, ее проекты. Без цели пресечь ее языковую миссию или активизм, пункт 8, это просто фантазия, может быть и влажная, да, но фантазия прокуратуры. Вспомните дело активистки Екатерины Гандзюк. Ее убийство квалифицировали по пункту 8 только потому, что нападавшие явно хотели остановить ее антикоррупционную кампанию. Здесь такого нет. Прокуратура тянет одеяло на себя и делает это весьма и весьма неубедительно. Аргумент 4. YouTube, канал и проекты, включая Гены украинцев, это не общественный долг и не общественная деятельность, как кто-то пытается сказать. Не все, что делала Фарион, это общественный долг. Вернее, все, что она делала, это не общественный долг. Ее YouTube-каналы с этнолекциями, проект Гены украинцев на 4 канале пахнут коммерцией. ТВ-контракты, гонорары. Это, друзья, не общественная деятельность. Это бизнес, но никак не волонтерство. По Уголовному кодексу украинцев общественный долг – это некоммерческая деятельность. Бесплатные лекции, защита прав, акции. Если Фарион зарабатывала на своих проектах, а это так и есть, да? Она имела договор с YouTube, имела контракт с 4 каналом по Гену украинцам, и так далее. И учитывая то, что Фарион за свои действия получала вознаграждение материальное, это никак не может быть квалифицировано как общественная деятельность. И таким образом, вот то, что делала Фарион на YouTube, на канале телевизионном, никак не подпадает под пункт 8, под общественную деятельность. Прокурор на заседании 23 сентября лез из кожи вон, чтобы доказать статус Фарион как статус общественного деятеля. Но свидетели не сказали, что проекты Фарион были мишенью Зинченко. Он вообще не упоминал ее YouTube или Гены украинцев как причину. Это не его цель. Кстати, убить YouTube и убить ТВ-программу практически невозможно, да? И если работа Фарион на YouTube, что так и есть, да, и на ТВ по Гену украинцев была бизнесом, то о каком общественном долге, о общественной деятельности речь? Такой речи быть не может. Прокуратура просто цепляется за громкие слова, пытаясь представить обычную работу по контракту, по договору, как общественная деятельность. Извините. Если ты имеешь контракт с YouTube, если ты имеешь контракт с ТВ каналом, это не общественная деятельность, это простая работа или бизнес. Но прокуратура пытается раздуть обвинение. 5 аргумент. Мотив национальной нетерпимости. Это вообще из области фантастики. Прокуратура утверждает, что Зинченко ненавидел Фарион за ее националистические взгляды, считая их антирусскими. Но национальная нетерпимость
в языковом контексте. Это ненависть к украинскому языку или идентичности. Зинченко украиноязычный. Где его антиукраинские посты? Где его антиукраинские заявления? Где его антиукраинские действия? Ничего. Его реакция могла быть, судя по материалам прокуратуры, только личной обидой. Например, за ее слова о русском как языке оккупанта, которые он мог воспринять как удар по себе или близким. Это не национальная ненависть, это личное оскорбление. На заседании 23 сентября свидетели не упомянули ни одного антиукраинского шага Зинченко без доказательств вроде публичных выпадов против украинской культуры. Пункт 14 не держится. В практике Уголовного кодекса, как в деле нападения на ромов в 2018 году, национальная нетерпимость требует явных признаков ненависти к группе. Здесь этого нет. Прокуратура лепит ярлык, который не клеится. Что касается косвенных доказательств, это просто мыльный пузырь. Прокуратура цепляется за разговоры Зинченко с сокамерником, покупку оружия, типа слежку, но, друзья, это не улики, а предположения. Разговоры с сокамерником могли быть хвастовством или провокацией. В СИЗО такое сплошь и рядом. Покупка оружия не доказывает, что он стрелял. Слежка, намерение, не факт. На заседании 23 сентября свидетели не связали Зинченко ни с преступлением, ни с деятельностью Фарион. Нет ни одного свидетеля, который видел его на месте убийства. Нет оружия с его ДНК. Это что? Серьезное обвинение? И за это что? Премию получают? Вам не стыдно? В практике Уголовного кодекса дела с такими слабыми косвенными уликами, как дело об убийстве Павла Шеремета в 2016 году, часто не доходят до приговора или переквалифицируются. Прокуратура строит замок на песке, а пункты 8 и 14 – это их попытка выдать желаемое за действительное. Ну, там еще на подтанцовке София особо. Это вообще бегемот на коньках. Теперь давайте разберем, что нам пытается продать прокуратура. Они называют Фарион классическим общественным деятелем. Языковед, экс-депутат, защитница украинского языка через лекции YouTube и ген украинцев. На заседании 23 сентября прокурор и суд изо всех сил пытались это доказать. Ну, суд не очень, просто он там потихоньку пытался подтвердить свои предположения или выяснить обстоятельства дела. И расспрашивали свидетелей о роли Фарион. Прокуратура утверждает, Зинченко убил ее за высказывания русскоязычных, которые были частью ее общественного долга. Они тычут в его разговоры с сокамерником, подготовку с 2023 года, влияние пророссийских телеграм-каналов, где Фарион клеймили врагом. По их версии это подтверждает пункт 8 «Общественный долг». По пункту 14 «Национальная нетерпимость» говорят, что Зинченко видел ее взгляды как антирусские, и это подстегнуло убийство. Практика Уголовного кодекса. Да, убийства за публичные высказывания тянут на пункт 8, а ненависть к национальной идентичности на пункт 14. Прокуратура твердит, слова Фарион о русском как языке оккупантов разозлили Зинченко. Это подходит под оба пункта. Звучит красиво, но, друзья, это, как говорит Игорь Швец, шито белыми нитками. Прокуратура хочет громкий приговор, но их доводы трещат по швам. Как юрист, я вижу, что позиция прокуратуры – это карточный домик. Во-первых, прямых доказательств вины Зинченко нет. Косвенные разговоры, слежка шаткие, как осенний лист.
Это не улики, а домыслы, предположения. Во-вторых, заседание 23 сентября показало, свидетели не знали Зинченко. Он не был в ее орбите, не спорил с ней, не атаковал ее проект. Это рушит версию об общественном долге. В-третьих, ее YouTube и ген украинцев – это, скорее всего, что так и есть, бизнес, но никак не общественная деятельность и волонтерство. Где общественный долг? Если ты получаешь деньги, это никакой не общественный долг. В-четвертых, национальная нетерпимость. Серьезно, Зинченко украиноязычный, без намека на антиукраинские действия. Его обида, например, за слова о языке оккупантов, может быть только личной, но не национальной. Прокуратура не доказала связь убийства ни с деятельностью Фарион, ни с украинской идентичностью. Пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 – это натяжка, чтобы выжать максимальный срок для бегемота на коньках. Дело ближе к части 1 статьи 115. Умышленное убийство до 15 лет. Пожизненное тут неуместно. Суд продолжается. Исход зависит от того, как судья разберет этот слабый набор улик. Пока обвинение выглядит так, как попытка раздуть сенсацию, а не добиться справедливости. Но еще раз напомню, что сегодняшнее заседание, где свидетельница показала, что видела Ряженого в панамке и очках с 10 по 19 июля на лавке, это опровергает все версии прокуратуры и стороны обвинения. Теперь откуда взялись экспертизы? ДНК, адерологическая, там портретная. Очень интересная ситуация. Так, друзья. Ну, мы разнесли, так сказать, обвинения по пунктам 8 и 14 части 2 статьи 115 в пух и прах. Прямых доказательств вины Зинченко 0. Косвенное – это мыльный пузырь. Мотив, скорее всего, личная обида, если уж так хочет прокуратура. Возможно, за слова о языке оккупантов, но никак не общественный долг или национальная ненависть. Заседание 23 сентября подтвердило, свидетели не знали Зинченко, что добивает версию обвинения. Прокуратура тянет за уши пункты 8 и 14, чтобы раздуть дело, сенсацию. Это пример, друзья, как нельзя строить обвинение. Что думаете вы? Был ли мотив Зинченко связан с общественной ролью Фарион или национальной ненавистью? Пишите в комментариях, давайте обсуждать. Хотите больше таких разборов? Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. Я слежу за делом. Вернусь с обновлениями. Реквизиты для донатов в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи.